Вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая перед представителями Национальной академии наук, вновь подчеркнул значение силового фактора в современной политике. Сегодня силовой фактор является основным. Сегодняшний мир таков. И в этой ситуации безопасность, оборонный потенциал, военная сила – основной вопрос, заявил Алиев. Эта позиция отражает стратегическую линию Баку, которая, вне зависимости от существования или отсутствия Вашингтонской декларации, остается неизменной. Главные приоритеты Азербайджана сейчас включают несколько направлений. Во-первых, укрепление контроля над территориями, занятыми в 2020-2023 годах, и их интеграция в единую административную и военную систему. Речь идет о строительстве новых баз, развертывании современных вооружений, развитии инфраструктуры и изменении демографического облика этих районов. Второе направление – обеспечение сухопутной и транспортной связности с Нахичеванью. Этот пункт остается ключевым элементом Бакинской региональной стратегии. Третье – укрепление альянса с Турцией и развитие собственного оборонно-промышленного комплекса, включая локализацию производства военной техники. Продолжая выступление, Алиев затронул и историко-культурную тему. По его словам, на этой земле когда-то жили азербайджанцы, и они способствовали становлению здесь своей государственности. Возвращение азербайджанцев на их исторические земли, нынешнюю территорию Армении, не должно пугать армянский народ. Он также сослался на старые карты Российской империи начала XX века, утверждая, что почти все топонимы на территории современной Армении имеют азербайджанское происхождение, и что там нет Севанского озера, есть озеро Гёйча. Подобные заявления уже не новы. Они вписываются в риторику, направленную на формирование историко-территориального нарратива, который должен обосновать расширение азербайджанского культурно-политического влияния. При этом Алиев добавил, что возвращение азербайджанцев на их исторические земли должно произойти не на танках, а на автомобилях, подчеркнув, что в этом процессе, по его словам, должны участвовать государственные структуры, общественные организации и ученые. Однако ссылки на старые карты вызывают неоднозначную реакцию. Карты Российской империи, на которые ссылается Алиев, отражали административное деление того времени – Бакинскую, Елизаветпольскую и Ереванскую губернии, но нигде не упоминали о азербайджанских землях в пределах современной Армении. Напротив, исторические документы показывают, что Ереванская губерния была населена преимущественно армянами. Таким образом, заявление Алиева можно рассматривать как продолжение политики историко-территориальной ревизии, попытку укрепить внутренний национальный дискурс и легитимировать геополитические притязания Баку. На эти слова в Армении последовала четкая и жесткая реакция со стороны высших должностных лиц. Спикер парламента Армении Ален Симонян, отвечая на вопросы журналистов, заявил: «Если углубиться в исторические исследования, может оказаться, что кто-то найдет свою родину на Алтае. Не хочу комментировать Алиева. Думаю, что подобные заявления не вытекают из какой-либо логики, но, очевидно, рассчитаны на внутреннюю аудиторию», — отметил Симонян. Заместитель спикера парламента Рубен Рубинян также высказался по поводу слов Алиева о Севане. По его словам, если посмотреть на старые карты, мы действительно не увидим там Севан, зато увидим Гегамское или Гегаркуникское море. Но при этом мы не найдем и Азербайджана. Поэтому нет смысла возвращаться в прошлое. Нужно двигаться вперед, отметил он. Алиев в очередной раз подтвердил, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном остается скорее дипломатической формальностью, чем реальным процессом. Его заявление о исторической принадлежности армянских земель демонстрирует не стремление к компромиссу, а желание зафиксировать ревизионистскую повестку. Поэтому Армения должна действовать взвешенно и стратегически, использовать период относительной стабильности для укрепления обороноспособности, завершения военных реформ и модернизации армии. История показывает, что агрессор не начинает войну только в двух случаях: когда не уверен в победе или когда понимает, что цена этой победы окажется слишком высокой.
Тем временем ситуация получила новое развитие после громкого журналистского расследования. Издание «Оси Медиа» опубликовало материалы, проливающие свет на внутренние механизмы пропагандистской кампании Баку. Шведский журналист-расследователь Расмус Канбек провел масштабную работу и документально подтвердил то, что многие подозревали уже давно. Проект под названием «Западный Азербайджан» полностью инициатива, спланированная и финансируемая администрацией президента Азербайджана. Согласно утекшим документам, проект подавался как гуманитарная программа, но на деле носил ирредентистский характер и имел целью подготовить юридическую и общественную базу для возможных территориальных претензий к Армении. Особое внимание в расследовании уделено конференции, прошедшей в Баку 5 и 6 декабря 2023 года. Из бюджета Азербайджана на организацию мероприятия было выделено более 109 тысяч манатов, около 65 тысяч долларов. А участие приняли 34 иностранных эксперта из Европы, Азии и Ближнего Востока. Канбек отмечает, что государственные структуры полностью контролировали все аспекты проекта, включая тезисы докладов и публикации в западных СМИ. Независимые исследователи называют инициативу «Западный Азербайджан» инструментом мягкой экспансии, попыткой легитимировать претензии Баку на территорию соседнего государства. За гуманитарной риторикой скрывается стремление изменить восприятие границ и истории региона. В армянском экспертном сообществе эти события вызвали бурную реакцию. Все чаще звучит мнение, что Азербайджан, несмотря на усилия по укреплению образа регионального лидера, продолжает существовать в рамках искусственно сформированной идентичности. Современный Азербайджан, появившийся в 1918 году, во многом стал продуктом политических решений крупных держав начала XX века. До этого времени регион представлял собой этнически и культурно смешанную территорию без единой национальной идеи или собственной письменной традиции. Прошло более 100 лет, но многие элементы национальной идентичности Азербайджана до сих пор формируются сверху, через образовательную, культурную и информационную политику. Историческая база при этом остается фрагментарной, а многие интерпретации носят политический, а не академический характер. В этих условиях Армения должна избегать эмоциональных реакций и укреплять собственные институты. Мир возможен только тогда, когда его цена для агрессора становится неприемлемой, а для защищающейся стороны – результатом стратегического расчета, а не веры в декларации о дружбе народов. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные новости мира и Южного Кавказа.